Здравствуйте! Приглашаем вас на интернет-лекторий «Политический гностицизм». Он организован и проводится исследовательской группой «Два града». Я, Роман Вершилов, руководитель этой группы и редактор сайта «Антимодернизм». В ходе интернет-лектория мы познакомим вас с вопросами современной политики в их соотношении с православным христианством. И познакомим вас с обликом политического гностицизма, как он существует в новое время. Я предлагаю построить наши лекции по одному образцу. Вначале будут идти теоретические рассуждения, а во второй части мы будем отвечать на практические вопросы, которые будут к нам поступать или которые мы будем избирать сами. Так и в нашей вводной лекции. Мы для начала предложим обзор основных тем и расскажем о том, в каком порядке будем вам их излагать. Мы познакомим вас с общим планом лектория, а во второй половине лекции мы расскажем вам о том, почему сегодня православному христианину надо думать и говорить о политике. Таким образом, мы познакомим вас с общим планом лектория. Во второй половине этой лекции мы расскажем о том, почему сегодня православному христианину надо думать и как думать о политике. Итак, мы начнем с общего обзорного представления о том, что такое политический гностицизм, какие темы будем затрагивать в нашем лектории. Когда христианин смотрит на этот мир, и он на него смотрит, мы надеемся, сквозь Священное Писание, и он видит, что это довольно странный мир. И нам не помешало бы выяснить, в каких отношениях он странен. Христианин живет сегодня в странное время, и ему тоже хорошо бы знать, в каких отношениях это время является странным, и что в ней странного, и как реагировать христианину на эту странность. Наконец, христианин и в себе, и в других замечает некоторые странности. Таким образом, мы видим, что на сцене появляется странный человек, не похожий на человека прошлого, не похожий на человека, которого мы видим в Священном Писании. Итак, первая часть – это странный мир. Наш мир, даже по определению посторонних наблюдателей, это мир безумный, безумный и еще раз безумный. В нем господствует довольно странная политика, не похожая на политику, которая должна действовать для единства общества, для мира в обществе. Наоборот, мы видим политику разделения, политику возмущения, политику революции. Наконец, мы видим, и это тоже как-то сочетается с этой политикой, мы видим поток развлечений, поставленных в том числе на индустриальную основу. И третья часть – это погоня за успехом. И вот христианин смотрит на эти безумства, безумство общественное, безумство как бы личное, и успех, который пронзает все. И христианин не знает вообще, плакать ему или смеяться, когда он смотрит на эти безумства современного мира вокруг себя. На это безумное время, в которое ему довелось жить. Потому что нет более поразительного контраста, как между вот этим миром и, собственно, христианством, где все на месте, да, где нет ничего не на месте. И вот сравнивая этот мир с христианством, трудно вообще себе представить больше контраст. И христианин должен это видеть. И этот контраст между тем, что есть, да, и тем, что вообще-то было, и тем, каким должно быть общество, например, каким должен быть современный человек, каким должен быть современный мир. Этот контраст видят и разные разумные люди, в том числе философы, поэты, писатели, например, или художники. Это видят даже большие и не очень большие гностики. Но, конечно, христианин, только он действительно видит это все и враждует с миром именно по этим основаниям. Он не хочет быть частью этого безумства. И в этом смысле христианин к нему не принадлежит. А если принадлежит, то горе ему, да, и мы призываем его увидеть это, увидеть себя и показываем, где какие выходы из этого. И в этом смысле мы действительно не хотим участвовать в делах этого мира и к нему не принадлежим. Мы в нем совершенно лишние люди, абсолютно вот, христиане. Итак, только христианин полностью не принадлежит к этому миру. А если принадлежит, то он борется с этим. Он преодолевает это, потому что знает, в чем он враждует с миром. Вот к этому и в том числе к тому, чтобы не искать себе никакого места в этом мире, в нем не укореняться, собственно, мы и зовем. Только христианин действительно видит вот это безумство и по этим причинам враждует с миром. И поэтому он к нему не принадлежит, к этому миру безумств. Может быть, он наблюдает в себе какие-то эти безумства, и тогда в этом смысле он принадлежит этому миру. И тогда он должен с этим бороться, но он должен знать, с чем бороться, и мы пытаемся ему в этом помочь, в данном случае. Ему и себе помочь.
В этом смысле христианин действительно не имеет никакой собственности как бы в этом мире. Он к нему не принадлежит, и он не хочет в нем преуспеть, и он не хочет в нем как-то укорениться, и не хочет его изменить, но взыскует града небесного. И вот теперь мы видим, какую главную странность мы наблюдаем в этом мире. Самая главная странность – это то, что это мир новый. Он принципиально не похож на мир прошлого. Где-то примерно около 1500 года, когда это связано и с открытием Америки, и с изгнанием, скажем, евреев из Испании, и с кругосветным первым путешествием Магеллана, и с возникновением реформации в Европе, возникает новый мир. Действительно, очень-очень принципиально не похожий даже на какое-нибудь там предвозрождение и так далее, и так далее. Даже на средневековые ереси не похож. То есть что-то меняется. И начинает создаваться гностическая цивилизация на этом месте. Действительно новая цивилизация на совершенно новых умственных основаниях. Эта цивилизация, она имеет три стороны. В этом смысле она повторяет устройство древнего языческого общества. То есть есть идеологии, как гражданская религия, есть массовая культура, как религия театра, и есть массовая религия, как религия поэтическая, да, религия поэтов. В данном случае, и вот этот новый мир, необычный, это целая новая отдельная цивилизация. Она глобальная, она охватывает и Китай, и Тайвань, и Соединенные Штаты Америки, и Россию. Конечно, к этой цивилизации разные народы, разные государства присоединялись в разное время, безусловно. То есть еще 200 лет назад Китай не принадлежал гностической цивилизации, а существовал там в какой-то своей цивилизации. Но сегодня это одна единственная цивилизация, в которой существуют вот эти три стороны: идеологии, массовая культура и массовая религия. И в этом смысле мы и рассматриваем, например, православный модернизм как часть гностической цивилизации и часть такого подразделения этой цивилизации, как массовая религия. То есть это всего лишь небольшая часть общей картины. Наконец, этот новый мир, он нов и необычен, потому что возникают многочисленные антигосударства, как, например, Соединенные Штаты, Советский Союз, гитлеровская Германия. Это не просто беспорядок, но беспорядок, отлитый в государственных формах. Вот таким образом мы суммировали те претензии христианина к современному миру, которые у него есть. Каким инструментом христианин увидит эти недостатки? Почему идеологии плохо? Почему массовая культура плохо? Почему массовая религия плохо? Почему модернизм плохо? Почему антигосударство это плохо? И почему оно не государство? И чем гностическая цивилизация отличается от цивилизации племени майя? У христианина есть очень четкий критерий. То есть он знает, что единственный порядок – это единовластие. В этом смысле любая власть на земле, она, если это настоящая власть, то она повторяет собой божественное устройство этого мира. То, как Бог устроил этот мир. Поэтому все остальное, кроме единовластия, это безвластие и беспорядок. Власть жрецов майя, власть толпы, власть Конгресса и Сената, разделение властей. Это все формы беспорядка. И вот мы наблюдаем в основе вот этого всего, что мы описали, потому что и в массовой религии, и в массовой культуре тоже нет своей власти. И там тоже царит безвластие. Как, например, церковная реформа в Русской Православной Церкви, она же является проявлением не власти, а наоборот отсутствия власти. И вот это одна сторона, безвластия. Наш один инструмент, который мы прилагаем к этому обществу нашему. И беспорядок сразу становится ясным. Второй критерий, который у нас есть, с помощью которого мы судим этот мир, это единомыслие. То есть мы знаем, даже из Писания прекрасно, что все люди призваны к единомыслию. В конце концов, у них один единственный ум на всех. И самые основные понятия, они им внушены при рождении. И все откровенные истины, богооткровенные истины, им проповеданы, так или иначе. Так вот, вместо единомыслия в нашем обществе, да, то есть мы видим вместо власти безвластие, а вместо единомыслия мы видим раздор, который в то же время принимает формы ложного единомыслия. Да, то есть когда собираются, предположим, муфтий, православный митрополит, старообрядческий митрополит и буддийский служитель, то и они говорят, что у них общие ценности и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, пример ложного единомыслия. То есть никакого единомыслия на самом деле нет. Есть только видимость единомыслия как инструмент для создания все большего и большего беспорядка в этом мире. Таким образом, мы имеем власть, и мы имеем единомыслие как государственную дружбу, которая существует в обществе. То, что в нашем обществе нет власти единой,
Потому что мы исторически это знаем. То есть это историческое понятие. В том, что у нас нет власти. Потому что мы знаем совершенно, да, что в 17 году была свергнута в России православная монархия, и монархии в других государствах тоже погибли в то же самое время. И мы имеем одновременно раздор в обществе, который не надо путать с этой властью и без власти. Я приведу такой пример, как проблема миграции. Да, трудовая миграция. Всех нас удивляет присутствие мигрантов на улице. Раньше это культивировалось, такие страхи о том, что китайцы захватывают Дальний Восток и так далее, и так далее. Проблема, тем не менее, существует на самом деле, конечно. То если мы подойдем к ней, то мы увидим, что, с одной стороны, это проблема власти, беспорядка в обществе. Почему? Потому что, собственно, те власти, которые у нас есть, они просто организуют эту трудовую миграцию и сами участвуют в создании вот этого общественного беспорядка. С другой стороны, понятно, что это проблема духовного мира в обществе, государственной дружбы, потому что у нас с мигрантами нет общего языка, нет общих чувств, нет общих интересов. Конечно, большое количество мигрантов, оно создает большую угрозу для единомыслия и мира в принципе. То есть огромная часть граждан просто исключена из этой государственной дружбы. И видно, что эти обе проблемы, проблема власти, которая ввозит мигрантов, и проблема непонимания в обществе, которая возникает в результате с мигрантами, из этой иллюстрации хорошо видно, какое место в обществе занимает христианин. Он находится в абсолютно эксцентрическом положении вот к этой ситуации. То есть, с одной стороны, он признает власть. Нет власти ни от Бога. Он признает власть божественную и всю подобную ей власть на земле. И он подчиняется, не за страх, а за совесть. И когда он думает о том, какой власти подчиняться, то он просто ее не обнаруживает. И в то же время это одна проблема. То есть полная эксцентричность по отношению к этой ситуации. Он подчиняется власти, а власти нет. То же самое, обратная ситуация. Христианин-то, конечно, он единомыслен, он носитель единомыслия, он носитель здравого ума, и поэтому он единомыслен со всеми разумными людьми. Но с неразумными людьми он находится в совершенно непреодолимой вражде. Вражду в обществе между неразумными людьми разных направлений, предположим, между либералами и коммунистами. Ее можно как-то так или иначе как-то преодолеть, загладить, на время как-то ее замазать и так далее, и так далее. Но вражда христианина с неразумными людьми, она совершенно непреодолима. Вот таким образом мы поговорили о новом мире, а теперь мы можем поговорить о странном времени. Странное время, оно вот действительно возникло как бы ниоткуда. Неожиданно где-то на переломе середины тысячелетия происходят какие-то совершенно удивительные события. И наступает время окончательного отступления человечества от Бога. То есть и этот процесс, собственно, мы и наблюдаем, и мы находимся внутри него. Но когда мы говорим о странном времени, о странном мире, то что можно сказать на это? На это можно сказать только то, что ни время, ни мир не делают человека. То есть христианин, он и разумный человек, он мог бы этому сопротивляться. Для этого нет никакой причины, чтобы в какое-то время оно диктовало человеку, каким ему быть. Это полный самообман, на который христианин пойти никак не может. То есть он не может с этим согласиться абсолютно. То есть он знает только одно, что он должен подчиняться божественной власти, властям от Бога поставленным, и он должен быть единомыслен со всеми разумными людьми. А с еретиками он не должен быть единомыслен. Таким образом, все вот это, то, что мы сказали, странное время и странный мир, новое время и новый мир, все это суммируется в понятии о странном человеке. Какой-то рождается странный, новый, необычный человек. И вот здесь мы бегло расскажем об этом фундаменте вообще всего, что мы сказали прежде. Новый человек – это человек, который обладает патологическим сознанием и который изъясняется на патологической речи. Его патологическое, то есть больное сознание, оно больное от того, что он болен какими-то духовными болезнями, которые, опять же, нам следует перечислить. И главное из этих духовных болезней – это особый механизм мысли, который мы называем гностицизмом или гнозисом, как познание через смешение. Вот что такое гнозис. Это познание через смешение, и мы наблюдаем это смешение повсюду. То есть, например, прежнее разделение образа жизни созерцательного и деятельного, оно исчезло абсолютно. То есть у нас монахи занимаются деятельностью, а миряне думают, что они ведут духовный образ жизни. То есть у нас все абсолютно перепутано. При этом никакого вот этого, собственно, образа жизни, каким он должен быть, ни того, ни другого, ни деятельного, который должны вести миряне, ни созерцательного, который должны вести монахи, оно не сохранилось, ни то, ни другое. Ни тот, ни другой образ жизни не сохранился. И гнозис – это
действительно механическое, бессознательное познание через смешение. При этом смешивается, например, нравственные категории, то есть добро и зло. Смешиваются в сознании предметы, то есть смешивается, например, церковь и мир. Да? Между ними не видят различия, между ними не видят противоречия. Отсюда идет церковная реформа и обмерщение. И в обратную сторону идет одухотворение общества, да, когда оно, опять же, в патологическом смысле становится духовным. То есть уже люди не просто живут, да, а живут во имя идеалов. Наконец, гнозис – это смешение категорий. Есть совершенно четкие метафизические категории, например, личность и общее, то есть, общество, например. То есть это все смешивается абсолютно. Единичное общество считается, что как бы одно перетекает в другое и так далее, и так далее. То есть развлечения нет. Итак, мы должны наконец сказать, что вот этот новый человек, о котором мы говорили, такой удивительный новый человек, он существует в двух разных видах. И это отражает структуру патологического сознания. То есть он, с одной стороны, идеолог, это правящий такой человек, опять же, в патологически духовном смысле. То есть он это человек, который внушает идеи, зажигает людей, ведет за собой, и так далее, и так далее. То есть это идеолог, это господствующая часть. И тот же новый человек, он находится на месте слушающих. Это частный человек. Естественно, мы можем сказать совершенно определенно, что христианин не может быть идеологом, и он, конечно, должен всеми силами сопротивляться тому, чтобы быть частным человеком. Это, как говорится, ясно вытекает. Итак, вот мы сделали такой обзор, может быть, очень компактный, но, во всяком случае, он был кратким, и мы суммировали наши 3 темы. Это новый мир, новое время и новый человек. И всюду, и в новом мире, и в новом времени, и в новом человеке мы наблюдаем отсутствие порядка, какую-то странную его расстроенность в совершенно определенных отношениях. И мы намерены в нашем лектории «Политический гностицизм» подробно исследовать эту расстроенность. Теперь имеет смысл полный нам вторую часть посвятить такому простому вопросу о том, почему надо думать и говорить о политике. Мне уже доводилось об этом говорить, и даже неоднократно, и в частных беседах, и я даже записал одно видео на эту тему. Первое, что бросается в глаза, почему надо думать о политике христианин. Как бы вот такая актуальность этого вопроса, что вот в России, в наших сопредельных странах, в Беларуси, на Украине, по всему миру происходят такие могучие сдвиги, потрясения такого, не знаю, санитарно-политического характера, да, в том числе войны, война на Донбассе и так далее, и так далее. Что касается актуальности, вот действительно, да, то есть насколько это важно, я бы как раз здесь не преувеличивал. Нас должно звать к исследованию политики не праздный интерес, вот так вот я бы сказал, не любопытство, а действительно готовность в этом участвовать на стороне справедливой, если вообще она есть. То есть есть такие конфликты, где очень трудно выбрать какую-то сторону. И есть конфликты, в которых такую сторону, наоборот, надо принять. Но решается это, конечно, на уровне, скажем, высоком. То есть это не вопрос просто любопытства и вовлеченности во все это. Говорить о политике мы должны, потому что мы видим, прежде всего в христианах как раз, про людей, вот про частных людей, да, представителей нового человека, но таких частных, обычных людей, как мы их называем. И, в общем-то, себя мы тоже к ним во многом относим. В христианах, как и в простых людях, частных людях, гражданах нашей Российской Федерации, мы наблюдаем, с одной стороны, неграмотность. То есть люди просто не знают вообще ничего о политике, они не знают, откуда взялась процедура выборов, и как вообще тут быть, и все такое прочее. С другой стороны, они очень много знают о политике, то есть и готовы об этом рассуждать совершенно спокойно. Ошибка, которая состоит просто во всезнайстве. Наконец, есть то, что более всего похоже на духовность, такие христиане, которые считают, что политика не имеет значения. Это, там, скажем, представители равнополитизма. Христианство может существовать при всех обществах, при всех режимах, и должна просто извлекать из каждой ситуации политической свою миссионерскую выгоду. Вот такая позиция. Все вот эти отношения, да, вот, которые мы перечислили, то есть неграмотность, всезнайство и безразличие. То есть они все отношения, вот эти, они нам показывают, что надо говорить о политике и говорить по существу, а не с точки зрения выгоды и не с точки зрения вот этого любопытства к этим вопросам. Дело в том, что за этими
ошибками, за незнанием того, что такое политика, и невниманием к тому, что такое политика, стоят совершенно конкретные духовные болезни. То есть, например, неграмотность в духовных вопросах, а вообще-то вопрос о политике, да, как о том, как должно быть устроено человеческое общество. Вообще-то это вопрос духовный. То есть так, неграмотность в этом вопросе, она уже вообще сама по себе будет болезнь неграмотности. Всезнайство, когда у человека уже есть наработанные всякие представления и так далее, и он уже даже, может быть, является своего рода идеологом, скажем, политического монархизма и так далее, или национализма. Такое всезнайство – это просто глупость. И такой человек, ему угрожает просто стать уже не частным человеком заблуждающимся, а ему угрожает стать идеологом, что, конечно, еще гораздо хуже. Наконец, мы можем сказать, что безразличие к этим вопросам, оно означает, что люди видят не всю реальность, не всю духовную реальность, которая существует в этом мире. И теперь из всех этих ошибок, да, из неграмотности, всезнайства и равнодушия вытекает, собственно говоря, что? Ну, просто то, что люди, христиане, бессознательно следуют приказам идеологов. Это такие особого рода приказы, которые тоже мы будем называть гностическими приказами. То есть христианин становится просто игрушкой идеологов, игрушкой пропагандистов. Он совершенно спокойно спрашивает, а почему нельзя ходить на демонстрации, почему нельзя там, свергать режим Александра Григорьевича Лукашенко. То есть он просто не задумываясь участвует в политике, даже когда он к ней равнодушен. Именно потому, что он говорит, ну, это не важно, и можно делать все, что угодно. Можно говорить, что никакой власти нет, она не имеет значения, и ехать в прокремлевские летние лагеря. Идеологические, по сути своей. Таким образом, христианин в этих своих реакциях, он не отличается от обычных частных граждан. Но, тем не менее, такой христианин довольно сильно отличается от христианина, каким он должен быть. Итак, у нас отсутствует, и довольно глубоко это заложено, что как бы вот эта политическая неграмотность по глупости, неграмотности и бессознательности. Для чего нам это все-таки политическая грамотность нужна? Ну, конечно, не для того, чтобы самим участвовать в политике. Нам это нужно ради истины, ради того, чтобы в нас утверждалось представление о порядке, о божественном порядке, о том, какой порядок Бог хочет видеть в нашем мире, в нашем обществе, в конце концов, в нашей душе. Ведь выступают же христиане и не сомневаются, да, что они выступают за порядок нравственный, выступают против абортов. Они выступают за порядок в мыслях о мироздании, борются же против эволюции, борются в конце концов за порядок в душе. Так почему же, собственно, порядок в обществе человеческом, то есть мы, вообще-то говоря, гораздо больше живем в мире человеческом, чем в природе, все-таки современный человек. То есть он гораздо больше контактирует с людьми, чем со зверями. Нет, здесь мы говорим, что это все не важно. И, наконец, все-таки, ну, нельзя нам находиться в бессознательном состоянии христиан. Иначе просто, что получается, что мы просто будем бессознательно брать грех на душу, участвуя в том, в чем мы просто потом будем глубоко раскаиваться. Итак, на вопрос, нужно ли думать о политике, мы можем еще раз ответить, что думать надо, и надо думать не как попало. Здесь невозможен какой-то плюрализм идеологии, вопреки тому, что нам говорят сторонники ложного единомыслия, типа Владимира Легойда. Не может быть многочисленных ответов, каков должен быть порядок. И этот порядок мы предлагаем исследовать в ходе нашего лектория, темой которой является политический гностицизм. Благодарю вас за внимание. У микрофона был Роман Вершила, главный редактор сайта «Антимодернизм» и руководитель исследовательской группы «Два града». Благодарю за внимание.